Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия, художница из Швейцарии, и вы находитесь на канале для современных художников. Сегодня я решила записать небольшое видео и посвятить его ответам на вопросы подписчиков, на ваши комментарии. И выбрала несколько таких типичных вопросов, которые на самом деле очень часто задаются, то есть немножко разные формулировки, но смысл один. То есть в основном это будет касаться онлайн-галерей, Saatchi, Singulart и какие-то такие общие моменты. Я думаю, будет интересно. Оставайтесь со мной. Ставьте сразу лайк этому видео, чтобы поддержать мой канал. Итак, давайте начнем. Первый вопрос. Анастасия, бывало ли у вас такое, что просмотры на Saatchi не обновляются? Подписчицу смутило то, что количество лайков было больше, чем количество просмотров на некоторых картинах. Как я понимаю из сообщения нашей подписчицы, профиль на Saatchi у нее открыт достаточно недавно. И вот она наблюдала такую картину и спрашивает, почему же может быть сердечков больше, да, чем просмотров. У других художников все по-другому. Я могу прокомментировать это так, вероятно, это возможно, да, то есть можно поставить лайк, не заходя в саму картину. Я думаю, что некоторые художники этого не знают, но на самом деле, если вы находитесь в выборке поиска, где много разных картин, да, например, по фильтру или еще как-то, вы можете просто поставить лайк, нажать на сердечко, не заходя в саму картину, то есть без вот этого просмотра. И, наверное, некоторые художники поступают именно так. Возможно, если вы, например, еще участвуете в каких-то группах взаимных лайков, то, возможно, это делается и тоже по такому принципу, да, может быть, ищется какой-то общий тег, по которому мы все связаны, и просто лайкаем, даже не заходя на работу. Поэтому, в принципе, такое возможно. Я никогда не наблюдала, чтобы у меня счетчик именно просмотров не обновлялся, наоборот даже, да, то есть каждый мой заход, как правило, этим счетчиком замечался и увеличивался. Такой вот мой ответ. Почему у других по-другому? Ну, потому что со временем, конечно, все-таки просмотров будет больше, чем лайков, да, то есть это просто, видимо, в начале так совпало. Ну, в принципе, ситуация возможна и объяснима. Это был первый вопрос. Следующий вопрос, это тоже общий такой вопрос, который часто очень формулируется со слов «а имеет ли смысл подавать заявку на Singulart?» И дальше идут разные варианты, да. Имеет ли смысл, если у меня, например, нет выставок, да, нет каких-то регалий, если у меня работы небольшие, да, если у меня, например, стоимость моих работ меньше 1000. Ну, вот какие-то под всяким разным видом, да, такие вот вопросы. Могу сказать на это одно. На самом деле решать, конечно, вам, имеет ли смысл подавать, да, то есть я не знаю вашей мотивации, если у вас еще другие площадки, с которыми вы уже работаете, или это ваша первая площадка, как много работы вам надо проделать, чтобы, в принципе, подать эту заявку. Если у вас уже готовый пакет документов, да, в качестве вашей биографии, да, заявления художника, портфолио, которые вы готовы отправить в галерею, или же вам надо все составлять с нуля только для вот одной этой единственной галереи Singulart, и при этом вы, скорее всего, думаете, что вы туда не подойдете. То есть вам оценивать, да, ваши трудозатраты. Что касается шансов по рассмотрению заявки, здесь, никто вам не может, да, сказать, что вы точно будете приняты или нет. Это невозможно, потому что галерея все-таки смотрит, не только на регалии, да, про которые они упоминают у себя на сайте. На самом деле там есть четкие пункты, которые должны присутствовать и которые дополнительные плюсы придают. Так вот, может так получиться, что, например, у вас какой-то стиль работ, тема работ, которая сейчас очень актуальна для платформы. Допустим, у вас еще не было выставок или выставка только планируется. Да, тогда в этом случае вашу заявку тоже могут принять. А бывают обратные ситуации. Бывает, что художники уже профессиональные художники, много выставок, да, публикаций в прессе, но при этом их не берут на платформу. И это не потому, что картины какие-то не такие, а просто потому, что, вероятно, данное направление сейчас
менее актуальны платформе. Поэтому решать, конечно, вам. Здесь речь идет о трудозатратах. Если вы лучше инвестируете ваше время в какую-то другую площадку, где вы уже, например, развиваетесь, то, конечно, да, продолжайте работать на той площадке, которая подходит вам, именно вашему стилю. Также я могу посоветовать, не забывайте заходить на платформу и смотреть, что в принципе находится, да, вот, ну, в топе, вот, что в принципе актуально для данной площадки. В общем-то, это сразу видно направленности, да, разных онлайн-площадок, их сразу можно рассмотреть, какие темы там приветствуются, какой стиль и даже размер по ценам. То есть все это можно посмотреть и сравнить, подхожу я туда в принципе, или я там буду не очень гармонично смотреться с моими работами. Поэтому решать вам. Что касается маленьких работ, здесь я тоже могу добавить. Дело в том, что маленькая работа это не значит дешевая работа. На площадке присутствуют художники. Например, есть одна интересная очень художница, советую ее найти, посмотреть. Она рисует на кофейных фильтрах. То есть это вот рисунок вот такого размера, небольшой, да, на бумажке. Но при этом эти работы очень здорово оформлены, то есть это такие полноценные интересные рамы. При этом у художницы очень много выставок вот с такими работами, и у нее добавлены фотографии в выставочных залах, то есть где стоят много этих работ, да, то есть это не 5 штук, не 10 штук, то есть там действительно виден размах на самом деле этого проекта. Оформление тоже очень разное, интересное, и в акриловых блоках, и в таких вот стеклянных рамах, плюс это все еще упаковано, каждая работа в такую индивидуальную коробочку коллекционную, но при этом сама работа небольшая. При этом, конечно, она продает их за большие деньги, то есть я сейчас не могу сказать точно, но в районе 1000 как раз у нее и получается за такие работы, именно потому что это уже такой коллекционный вариант и очень хорошая презентация. Поэтому нельзя сказать, что маленькая работа однозначно не будет стоить там 1000 или однозначно недорогая. Нет, это вовсе не так. Это скорее такое усреднение, которое мы все время говорим. И тем более площадка присылает нам регулярно письма про то, что на платформе чаще ищут работы среднего и большого формата. И не забывайте, что работы от 1000 евро покупатели предпочитают чаще на нашей платформе. То есть, собственно, вот это утверждение, да, я его вот так вам передаю, и не только я, уже это много кто озвучивал, и решайте, делайте выводы сами, да. Как вы тоже можете заинтересовать галерею, чтобы она хотела с вами сотрудничать. Если, например, у вас работы все-таки небольшого формата, решение принимаете вы, и вы можете придумать, как вы обыграете в заявке ваше творчество, ваше портфолио. Интересный вопрос тоже был к одному из видео. Я пишу картину долго, иногда несколько месяцев, 2 месяца. Как же в этом случае выкладывать по 4 работы в месяц? Опять-таки речь шла о Singular, я думаю, ну, может быть, там еще в видео Etsy упоминалось. Ну, конечно, это, я считаю, тогда не формат Etsy все-таки, да. Но, как я вижу данную ситуацию, работы, которые выполняются долго, профессионально, качественно, должны и стоить соответствующе. В этом случае платформа будет тоже заинтересована, чтобы вы у них находились на платформе, и пусть вы выкладываете одну работу в месяц, но она должна и стоить соответствующе, да, то есть там уже расценка будет от 5000 до 7000, а то и больше. То есть я думаю, что в этом случае платформа будет заинтересована, чтобы вы все равно присутствовали и продавали у них. Это мое мнение. В данном случае я не могу давать советы, например, параллельно делать еще небольшие работы, да, или выкладывать зарисовки, потому что я не знаю конкретно вашей ситуации, но я знаю, что действительно некоторые художники
профессиональные художники параллельно с крупной работой, они делают несколько небольших работ. И таким образом удается соблюдать вот этот баланс, выкладывать работы все-таки относительно регулярно, и при этом по цене есть тоже, да, вилка такая. Дорогие работы и работы немножко подешевле. Но это просто как вариант, решать все равно вам. Вопрос, чем я фотографирую свои картины. Ну, на самом деле, я не считаю свои фотографии, да, моих картин очень уж хорошими, то есть мне здесь есть куда стремиться улучшать. Я снимаю все на телефон. У меня телефон достаточно неплохой, и все фотографии выполнены телефоном. Но моя цель, я все-таки хочу потом приобрести камеру и фотографировать уже более качественные фотографии делать. Я считаю, что это важно, тем более если еще выкладывать их и для принтов. Тоже на днях ко мне обратилась художница, у которой возникли вопросы по поводу заполнения документов, которые присылает нам Saatchi. И вот мы вместе с ней посмотрели, как она заполнила документы. Дело в том, что художница живет в Германии, и поэтому ей не нужна справка о культурной ценности. То есть достаточно документов, которые высылает Saatchi. Но при этом Saatchi тоже отправляет нам такой бланк на заполнение, где надо самому просто подписать, написать, что это за работа, когда она, в какой год она была сделана, что работа младше 50 лет. Ну, то есть мы сами заполняем этот бланк. Важный пункт, который я хочу сказать по поводу заполнения документов: старайтесь все заполнять печатными буквами. Как это, возможно, не покажется странным, но вспомните наши старые конверты, или где-то просилось, напишите адрес печатными буквами. Так вот, я хочу сказать, что здесь, ну, по крайней мере, я живу в Швейцарии, никто не пишет вот прописными, да, я не знаю, как это вот называется, уже забыла, все пишут печатными буквами. Ну, какие-то небольшие вариации, но все равно это печатные буквы, которые легко прочитать. Когда вы заполняете документы, это не должно быть красиво, а это должно быть читабельно. То есть пропись уместна только когда это ваша роспись, да, когда вы пишете свою роспись внизу, тогда, да, вы можете красиво что-нибудь такое за корючками написать. Но когда вы заполняете формуляр, пожалуйста, старайтесь это делать печатными буквами. Действительно, многие здесь просто не то, что сами не могут так писать, а даже прочитать им это сложно, прописные буквы. Еще иногда поступает такой вопрос по поводу коллекции. Несмотря на то, что мы уже достаточно много обсуждали, кстати говоря, я оставлю ссылочку на видео, где мы с Анной Миклашевич обсуждаем новости галереи Singular. Если вы еще не смотрели это видео, обязательно переходите и смотрите, очень интересно, много полезной информации. Так вот, поступают такие вопросы: обязательно ли делать коллекцию, да, тематическую коллекцию какую-то, когда подаешь на Singular? Или, в принципе, обязательно ли, чтобы находиться на этой платформе, работать коллекциями? Хочу сказать следующее, что, конечно, когда вы присутствуете в онлайн-галерее, все-таки рекомендуется, чтобы у вас было какое-то общее, единое, целостное представление, да, в этой галерее. И в данном случае работа коллекциями очень помогает. Причем на Singular можно ведь группировать работы как раз по коллекциям, да, в отличие от Saatchi. Но если, например, рассмотрим такой вариант, что вы недавно начали свой творческий путь, и у вас еще не накопилось достаточно картин, вот именно, которые можно собрать в тематические коллекции. Можно так тоже работать, но я бы посоветовала все-таки другие площадки. Например, такая стратегия будет удачна на площадке Etsy, где можно как раз протестировать, какие ваши работы будут пользоваться наибольшим спросом, и таким образом выделить как-то свою нишу, свою тему в творчестве, а потом уже ее развивать и переходить на более серьезные онлайн-галереи. Это как вариант такой, да, пути. Просто многие мои зрители еще находятся только в самом начале своего творческого пути или пути
онлайн, творчество онлайн, да, как его показывать и продавать, и поэтому такой вопрос частенько возникает. То есть разные площадки, разные цели и разные работы. Буквально на днях посмотрела видео одного европейского коллеги, тоже по арт-бизнесу, и на вопрос, как найти свою нишу, он сказал интересную вещь, что если есть что-то, о чем вы можете говорить без подготовки, вот прям сразу у вас спроси, и вы начнете об этом рассказывать, то это и есть ваша ниша. Вот подумайте об этом. Иногда ко мне поступает вопрос по поводу покупки материалов для творчества в Швейцарии. Дело в том, что у нас здесь цены, конечно, очень большие, и я могу только посоветовать группу одну в Фейсбуке, где я сама покупаю все материалы, и скидка в этой группе 50%. Действительно, если сравнивать, например, с расценками в магазинах Боснер и других тоже аналоговых, получается, что здесь есть членский взнос и материалы со скидкой 50%, что очень удобно, особенно покупка холстов, то есть мне все привозят домой, и получается намного выгоднее. Членский взнос составляет в год 35 франков, что, конечно, окупает себя практически с первой покупки. Так вот, именно там я также приобретаю свои тубусы, в которых отправляю картины. Это большие такие тубусы длиной больше 2 метров, 2 метра 10. Если кому-то интересно, напишите мне в Инстаграм, и я пришлю вам ссылочку на группу в Фейсбуке. Недавно вышло мое видео про Swiss Art Expo. Я рада, что оно вам понравилось. И действительно, такая праздничная атмосфера. После этого видео ко мне стали поступать заявки на розыгрыш, но дело в том, что розыгрыш уже, конечно, завершился. То есть результатом нашего розыгрыша это и была как раз выставка в Цюрихе, участие в Swiss Art Expo. Поэтому теперь ждем следующих выставок, что для нас подготовит Artbox или что-то другое, что я найду, и тогда будем объявлять новый розыгрыш. Но этот, конечно, уже завершен. Если кого-то интересует рубрика «Встреча с художником», на данный момент я пока не рассматриваю новых заявок. Тогда мы летом приостановили набор. В принципе, если ситуация изменится, то я об этом сообщу, и вы сможете снова присылать свои видео. Как раз у вас сейчас есть время подготовиться или какие-то идеи собрать для новых видео. Но на данный момент я заявки приостановила. Также я хотела дополнить, что достаточно часто мне пишут в директ вопросы, то есть люди пишут мне в Инстаграм. Инстаграм я все-таки всегда оставляю в описании. Но иногда люди даже находят меня на Фейсбуке и пишут туда. Дело в том, что на Фейсбуке я вообще достаточно редко, я там не очень активный участник Фейсбука. И, в принципе, я там стараюсь не добавлять незнакомых людей. Вопросов поступает так много, что у меня, конечно, просто нет времени отвечать лично каждому. Поэтому, если у вас есть какой-то вопрос, пишите лучше всего в комментарии. Комментарии я просматриваю, возможно, не каждый день, да, но, по крайней мере, раз в неделю я точно смотрю комментарии и стараюсь отвечать на то, что я могу ответить. Или же я вот запишу такой ответ, видео с ответом. Старайтесь, пожалуйста, все-таки не писать мне вот так просто в директ какие-то вопросы, а то иногда еще мне присылают на e-mail огромные письма с вопросами. Вы сами подумайте, у меня просто элементарно нет времени отвечать лично каждому. Тем более, что вопросы очень часто повторяются и все похожи. Поэтому пишите лучше всего в комментариях, смотрите видео, поддерживайте мой канал, подписывайтесь, чтобы не потеряться, если вы еще не подписаны. И до новых встреч! С вами была Анастасия. Большой привет из Швейцарии. Пока-пока!